Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Михалыч из Майкопа. Ребята, в этом ролике я расскажу вам, как я перекрываю дно для помпейской печки. В моем барбекю будет печь под казан. Так, и, друзья, кто первый раз смотрит мое видео, вообще зашел на мой канал, представлюсь, да, я печник, занимаюсь строительством мангалов с печкой под казан, там, с барбекюшки, коптилки, духовки. Разработал, будем так называть, ракетную тягу в открытых топочных системах, именно вот мангалы, камины. И назвал я эту систему «Двойной зуб». Всю эту технологию я выложил и оформил в виде 3D проекта. 3D проект — это конструкция, оцифрованная на компьютере 1 к 1 в масштабе с настоящим мангалом. Порядовка готова к печати, вы ее распечатываете на принтере, и легко и просто вы соберете работающий барбекю с ракетной тягой. Что такое ракетная тяга? Это вот именно тяга в верхней части мангала. Технология ракетной тяги — это все в комплексе, то есть вся топка идет в расчете, то есть расчет идет пропорции, соотношения пропорций портала, ширины и высоты портала, дымохода, всей глубины топки, дымосборника. Вот это все вместе и есть технология двойного зуба. То есть, если у вас мангал уже собран, и вы хотите поставить туда двойной зуб, то он либо вам поможет, либо нет. Потому что двойной зуб, он идет в расчете с самого начала. То есть, все в комплексе. Комплексный подход к ракетной тяге, будем так говорить. Это вот в этой технологии я продвинулся. И по моим проектам собирают люди разных специальностей барбекю. У них у всех с первого раза все получается. И по всему миру. То есть в разных странах мира собирают барбекю по моим проектам и также просто по моим видеороликам. Видеороликов уже почти 700 на моем канале. Очень много информации. Вы можете просто останавливать паузу, нажимать или скачать мой ролик и сидеть, изучать всю эту конструкцию. Есть видео по сборке дна, по сборке арки, дымосборника тоже есть. Как подключить печку к мангалу тоже есть ролики. Как сечение трубы рассчитать. В общем, все ролики есть. Но если вы, ребята, цените свое время, цените свои деньги и хотите получить качественный продукт, за небольшую плату вы получаете данный проект. Вы просто распечатываете эту технологию и собираете. Но вот если вы самоделкин, да, и вы просто тащитесь от того, что вы своими руками что-то созидаете, то мой проект именно для вас. Ну или же мой канал именно для вас. И я в каждом ролике стараюсь что-то интересное и новое рассказать. Здесь я почему прекратил собирать мангал на вот этом уровне, да? Здесь у меня уже дымосборник начал формироваться, то есть все грани подпилены, потому что мне надо подсоединять помпейскую печку с мангалом. Хочу попробовать соединить в одну общую трубу. Ну, если я сейчас заложу эту трубу из нержавейки, я куплю сэндвич, мощно 200 будет, то я потом буду помпейскую печку под эту трубу подгонять, понимаете, а это сложно. Поэтому сначала надо помпейку мне выложить, сформировать здесь выход под дымоход, и потом уже подключить все к мангалу. Помпейская печка обязательно выйдет на моем канале. Обязательно проверяю на себе и вам рассказываю. Вот буквально недавно я проверил на себе вот кристаллизол гидрофобизатор. Проверил, протестировал на некоторых кирпичах. То есть на каких-то работает вообще супер, на каких-то вообще не срабатывает. Кто его знает, как оно все там устроено.
Ну, почему именно так? На одних работает, на других нет. Ну, самое главное, что я установил, что облицовку можно защитить. Не то, что можно, а даже нужно. Особенно, если вы в центральной полосе России, да, или там где-то. Мне вот очень большой резонанс этот ролик произвел на канале. Много печников откликнулось на это видео с гидрофобизатором. Кстати, ссылку на этот ролик я вот под видео в описании можете пройти, посмотреть, как я проводил тест-драйв. То есть я проверил на себе, все работает. И рекомендую эту технологию вам. С чего я начинаю? Сначала мне надо подготовить опалубку. Потом второй этап — завязать арматуру. И третий этап — залить простой бетон 1 к 4. Что это значит? 4 ведра идет у меня ГПС, гравийно-песчаная смесь. Но только не гравий, а щебень там с отсевом идет. И одно ведро цемента. То есть 1 к 4 пропорция. Воду уже вы добавляете по мере необходимости. Но лучше жидкий бетон не делать, чтобы он, знаете, как детскую пасочку, когда делают, вот так вытаскивают, бетон примерно держит свою форму. Вот такой должен быть бетон. Все, друзья, приступаем к просмотру. Желаю вам приятного просмотра и прошу вас оценить лайком мой ролик. Ну или если вам не понравилось, поставьте дизлайк. Напишите в комментариях обязательно, что бы вы хотели еще увидеть на моем канале. Кто не подписался, подпишитесь на мой канал. Да, я все время прошу вас об этом, подписаться на мой канал. Потому что для блогеров, для ютуберов это очень важно, количество подписчиков. Это говорит о том, что мой труд, который я вкладываю в развитие канала, он не проходит даром. То есть канал востребован, он помогает людям, поэтому количество лайков, количество дизлайков там, да, и количество подписчиков. Поэтому, друзья, подписывайтесь, не стесняйтесь. Вот, и пишите свои комментарии. Все, приятного просмотра, погнали!
все, друзья, по традиции, да, в конце еще раз ставим лайки, подписываемся на канал. Всем желаю крепкого здоровья, успехов в делах, побольше хороших, щедрых заказчиков вам, друзья. А вам, заказчики, хороших профессиональных печников. Мой сайт mangalyplamя.ru. Пожалуйста, проходите, смотрите, какие у меня есть проекты. Все, я пару дней жду, когда схватится моя плита. И потом буду раскладывать уже помпейку. Так что не пропустите новый видос с тем, как я рассчитываю помпейскую печку. Какие нюансы и какие особенности при разметке. Все, пока.